Знаете, что я вам скажу? Если бы мы бомбили, мы бы уже до Запада дошли. Если мы Вы любитель русского мира. Никогда такого не было, что с фашистскими знаками ходили по городам. Вы все представляете или нет? Про то, что мы сами бомбим города свои. Медалька такая за освобождение Украины был. Хотите поучаствовать в таком эксперименте? Удостоверение. Мы хотим с вами пообщаться на тему того, чего вы сюда пришли, что вы здесь увидели и какие сделали выводы из этого, из всего. То есть общение это носит характер исключительно добровольного. Если вы не хотите общаться, вы можете сказать, я общаться не хочу, просто представитесь, как вас зовут, это. Мы это публиковать не будем. Если вы хотите пообщаться, то тогда давайте пообщаемся. Давайте. Так а вы, вот вы говорите, ладно, давайте. Вы что, считаете, что вы обязаны? Не, я говорю, да, давайте. Почему вы хотите с нами поговорить? Почему вы... Надо поговорить. Надо поговорить. Не надо, Заканчивать нам не это, надо. заканчивать это все надо просто. Чтобы Заканчивать надо, да, это правда. Так, вы курите? Да. Покурите, пока подготовительный момент, пока не начали запись. Ваше фамилия, имя, отчество? Громов. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Громов Сергей Викторович. Дата рождения? 08.02.1979. Сколько полных лет? 43. 43. И откуда вы? Крым. Из Крыма. Город? Симферопольский район. Симферопольский район. Село, да? Все. Хорошо. Вы в аннексии Крыма участвовали? Нет. Ну как нет? Голосовали на референдуме? Все на референдуме. Да. Голосовали за аннексию Крыма? Голосовал за вхождение. Значит, участвовали в аннексии Крыма. Ну, дальше. Что у вас в жизни улучшилось после аннексии Крыма? Да, так, в принципе, ничего как бы такого. Чем вы занимались до аннексии? Разнорабочий. На стройках работал. На стройках просто работали? Понятно. А после аннексии? После аннексии вот, в конце 2014 года пошел служить в армии Российской Федерации. Это сколько вам было лет? 34-35. 35-34 года вы пошли, только начали служить? Вы до этого срочку служили? Да. И кем вы пошли служить? Начал с рядового. С рядового, Да. должность? Водитель автомобильного отделения, заправщик. Угу. И вот вы стали военным, и у вас все, наверное, наладилось в жизни, да, стало лучше намного? Ну, да, более стабильное было. А цены и все остальное выросли, упали, доходы все общие, там, население и так далее? Ну, цены, да, растут постоянно. Цены росли постоянно в Крыму, да? Так что хорошего принес русский мир в Крым? Ну, я пока не ощутил, как бы, ничего такого особенного там. Разницы не ощутил. Только что там, то, что там устроили, все вот это вот, ну, меня как бы не это. Понял. Расскажите, как в Украину вы попали? На неоккупированную и не аннексированную часть, я имею в виду. 24-го утром в составе колонны поступила команда, выдвигаемся колонной. Вот, выдвинулась колонной. Вот. И прибыли в Новую Каховку. Угу. Вот. Переехали через дамбу на ГЭС Каховскую. Там дальше проехали несколько километров и стали там в поле возле села. Вот. Там начался обстрел. Вот. Поступила команда зайти в село, там ждать. Там прождали до ночи. Ночью поступила команда, возвращаемся обратно за дамбу туда, в Каховку. Вот. Мы вернулись туда,
И там пробыли до 28 числа этого же месяца. 28 числа, во второй половине дня, ближе к вечеру, опять поступила команда, выдвигаемся в колонии за Каховскую ГЭС туда, в район винзавода. Вот. Прибыли на винзавод, и там сказали, что, возможно, будет марш. Еще один в сторону Николаева. Ночью поступила опять команда, выдвигаемся. Под утро мы выдвинулись в составе колонны, проехали. Ну, там я так понимаю, что наша колонна где-то рассыпалась, потому что мы оказались в районе Баштанки, часть колонны. Вот. Там мой КамАЗ перевернулся, я отстал от колонны. Вот. И часть людей, которые были со мной, они ушли по дороге туда, куда колонна пошла. Вот. Двое остались возле машины. Я пошел за теми, которые пошли по дороге за колонной. Пройдя, не знаю, сколько, метров 500, наверное, я понял, что физически я не вытягиваю. Вот. И я остался там, как перекресток такой, дорога уходила. Вот. Там канал был, и в нем какое-то заброшенное здание было, видимо, насосная станция, что ли. Я остался там, переночевал там. Вот. И 2 числа, ближе к вечеру, уже попал в плен. Как, пришли, вас обнаружили там или что? Наверное, меня видели, потому что я ходил там, воду пытался найти. А Вот. когда пришли, кто пришел у вас в плен брать? Там люди были и в форме, и не в форме. Так. Видимо, территориальная оборона? Возможно, но я не могу их различить. Да, я понял. А вы не один были, да? Вы остались сами, типа, целенаправленно? Да, я один На остался. насосной станции. А почему вам не помогли пойти? Ну, не знаю, ушли, все. Ну, типа, есть же девиз, слоган, мы уже просто смеемся с него. Да, это девиз. Своих Какой? Я хотел спросить. Вы это хотели сказать? Ну, знаю, да, такое. Нет, они ушли вперед, все. Я говорю, я не успеваю за вами, я остаюсь здесь. Ну так а как же они бы его забрали бы? Да не, ну, Они его не бросили, Это вы просто оставили. оставили. Ну, это же разные вещи, наверное. А что значит колонна рассыпалась? Вы как-то так сказали, колонна рассыпалась. Что значит рассыпалась? Ну, это, я так понимаю, рассыпалось, потому что маленькая колонна шла впереди. Там. Вот. Ну и дайте угадаю. Никто ни разу никуда из вашей колонны не стрелял. Ну, когда ехали нет, я не слышал. Ну, это стандартная история. Мы просто пытаемся понять, кто города бомбит. Потому что 216 вы сегодня уже у нас. Правильно? Я не сбился за счет? 200, наверное, 16. Да, ну около того точно. И вот почти никто, почти никогда, почти никуда. Не почти, а никто никогда. Без Не, почти. ну там были несколько чего, которые рассказывали. Чего вы пришли в Украину? Я задач конкретных вообще не получал. Цель какая тоже не ставилась. Что происходит в Интересно. Украине? Ну, Как вы это можете охарактеризовать? стреляют в Украине. Стреляют. Бомбят в Украине. Да. Война? По всему видимому, война. Вы до сих пор не можете определиться однозначно, что происходит? Ну, война, наверное. Как ее еще назвать-то? У вас телевизор есть в камере? Нет. А когда вы последний раз видели что-нибудь? Телевизор, ну, я не видел уже давно, не видел телевизора. Ладно, давай звонить ты. Пока не отвечаю. Бежим дальше. Тут же интересная история. Человек же, по сути, был украинцем и шел же от нацистов искать. Он на референдуме проголосовал за аннексию Крыма, например. То есть, очевидно, вам русский мир, этот самый Россия была ближе почему-то. Почему? Ну,
есть, очевидно, что мы не можем получить никаких внятных ответов, поэтому что тут растягивать эту Мы историю. просто в начале интервью до записи говорили, что вы хотите помочь это все закончить, а сейчас... Не до записи, я это тоже записывал. Да. Ну да, вы же сказали, что вы хотите, что это надо останавливать. Вот как вы думаете, как вы хотите поучаствовать в том, чтобы это остановить? Ну, не знаю, это мое желание просто, чтобы это все закончилось. Это неправильно. Ну а вот что вы можете передать другим людям, таким же, как вы, которые сюда вот идут? Не надо. Нет. Но вы думали, что будет как в 2014 году по всей Украине, видимо, правильно? Что по всей Украине проедут ваши танчики, и Украина станет Крымом аннексированным. Так вы думали? Ну, по всей видимости, так все думали. Не-не-не, я спрашиваю про все другие, неинтересно вообще. Вы конкретно. Вы осознанно шли на это? Я думал, да, не будет вообще этого ничего. То есть вы, назовем это, любитель русского мира. А так получилось, что попал в плен, поэтому уже и хочу поучаствовать, чтобы закончилось, чтобы побыстрее домой попасть. Правильно? Ну, так домой всем хочется, конечно. Почему? Ну, Вас там ФСБ ждет. Дмитрий Николаевич, почему не берут трубку? Ты написал Я фотографию, написал, отправил на да. Вайбер, все сообщил, Да, что вот Да. там отец военный, да? отец военный. Отец военный, он видит. Я сбросил вашу фотографию, написал, разговаривать будете. Он не хочет, наверное, разговаривать. Звоню, не берет. Ну все, я считаю, что с учетом того, что мы вообще, в принципе, передать вы ничего никому не хотите, да? Ну, просто видео посмотрят это. О, Алло. 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 Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите поговорить с сыном? Хочу. Это под запись и для публикации этот разговор. Я вам уведомляю вас, чтобы вы знали об этом. Вы услышали, да? Да. Да, передаю трубку. Он позвонил видео. Алло, да, па, привет. Привет, Сын. Привет, как дела тебе, расскажи. Да, пап, ну как, нормально дела, все. Просто здесь как Город бы... не говори. Да, город, где находишься, не говорим, а так все говорите. Ты там как? Ну как ты? Ты сам знаешь, как переживаю, жду тебя. Все ждут. Ты нормально? Форма нормально тебя. Да, нормально, пап, все. Ты не переживай, все нормально. А, Как здоровье? Нормально тоже. Ну, слава Богу. Хорошо. Ясно дело. А спите, как вы, есть на чем хоть спать? Па, ну конечно, все, это, ты постельная, все как положено. Все нормально. А что тебе я видео не видно, да, тебя? Видео. Ну, значит, так надо, пап, я чего? Ну, можете включить, будет вас видно. Вы же просто не включили. Видно, А, спросил. сейчас вижу, да, сейчас вижу. Да, да. Сейчас тебя видно, да. Видно. Так что не переживай, пап, все нормально. А? Соскучился разговор. Не понял? Пущай, я говорю. Пущай, я говорю, из-за такого. Па, ну все, давай без этого, па, все нормально, ну. Ну как? Это получается, понял? Ну, видишь, что, как получается теперь. Ладно, пап, я не буду не надо, мне вот это, перестань плакать, все, не надо. Можете спросить у папы, папа поддерживает спецоперацию? Хорошо. Можете спросить? у папы? Нет. Можно я спрошу? Один вопрос задам. Лучше не надо. Да просто один вопрос. Здравствуйте, а можно вам один вопрос задать? Это я журналист. Ну, задавай. Вы поддерживаете спецоперацию? Вопрос, на который я ответить не могу, понимаете? Поддерживаю, не поддерживаю. Я даже вас могу спросить, а вы поддерживаете то, что творят ваши люди с людьми? Дома разваливают, это все. Вы поддерживаете это?
мирные люди гибнут. Это вы поддерживаете? Мы все одинаково. Что мы, что вы. А откуда вы взяли информацию, что наши... Извините, вы задали вопрос. Откуда вы взяли информацию, что наши люди разваливают какие-то дома, бомбят? Что это за информация такая? Показывают по телефону, и ребята рассказывают, которые сюда прибывают. Угу. Не только по телевидению. Ребята, которые прибывают к вам в Крым, рассказывают, что наши бомбят наши города, правильно я понимаю? Да. А зачем мы это делаем? Зачем российская армия зашла в Украину, и мы вдруг стали бомбить свои дома, города? Вы не задавались этим вопросом? Да нет, ну понимаете, я же прожил немало, мне лет достаточно. Да. Нет, достаточно. Да. Никогда такого не было, что с фашистскими знаками ходили по городам. Вы это все представляете или нет? Так с фашистскими знаками ходит российская армия с буквочками Z. Это фашистский знак. Мы с какими фашистскими знаками ходим по городам? Такими знаками. Ну буква Z. Буква Z это сейчас как свастика во всем мире. Это Россия, фашисты вторглась в Украину, вы же не понимаете? Да вы хорошо сам понимаете, что совсем другое. Что другое? Вы вторглись, Россия вторглась в Украину со свастиками Z на танках бомбить наши города. Вы мне сейчас по телефону говорите, что это мы их сами себе бомбим. У вас там что, совсем в голове ничего нет у людей, что ли? Вы знаете, что я вам скажу? Если бы мы бомбили, мы бы уже до Запада дошли. Если мы бомбили... Да! А что ваш сын делает в плену здесь, а? Я не знаю. Не знаете? А вы подумайте, пожалуйста, что ваш сын делает в плену в Украине? Мы ж нацисты, да? Мы же украинцы, мы же нацисты, да? Ну, он же у нацистов сейчас, получается, в плену. У вас не все одинаковые люди. У вас тоже. И среди журналистов не одинаковые люди, среди гражданских не одинаковые люди. Все разные люди. Так все разные. У нас есть вооруженные силы Украины, которые защищают нашу землю от фашистского вторжения российской армии. Есть российская армия, в частности пленные, и вот ваш сын, который сидит, который вторгся в составе этой фашистской армии России в Украину. Есть я, журналист, который задает вопрос, что происходит, почему, зачем вы вторглись, а вы говорите, что мы сами бомбим свои города. У вас, по-моему, не все в порядке, да, с мышлением. Вы знаете, каждый становится по своему мнению. Ну, я понимаю ваше мнение, у меня вопрос. Зачем российская армия вторглась в Украину? С какой целью? Это не мне судить. Ну все, как обычно. Не мне судить. Слушайте, вы там, серьезно, вы поддерживаете, вы все убийцы. Вы все убийцы. Вам лет, вот я должен к вам уважительно обращаться, но я вам говорю, вы все убийцы. Все, кто это поддерживает, все, кто поддерживает вторжение фашистской российской армии в Украину, вы все убийцы настоящие. Наравне, на одном равне. Все, кто там политикой не интересуется, вы все убийцы. Все, кто поддерживает вторжение, вы убийцы. И ваш уже сын сидит у нас в плену. У нас в плену сидит живой, здоровый, с ним все хорошо, и вы все равно мне продолжаете рассказывать по телефону, что это мы что-то там сами себя бомбим. Я говорю, вы все убийцы, причем зазомбированные убийцы. Все, на. Хотя я хотя бы это сказал. Да? Ни наши, ни ваши не одобряют. Ладно, все, пап, давай. Ладно, давай, пап, все, заканчивай это. Не одобряет. Все, давай, пока. Что ж вы здесь делаете, если не одобряете? Что происходит вообще, а? Объясните мне. Не знаю, что происходит. Вы пришли, сказали, хотите помочь остановить войну. Мы тут... А ваш папа нам начинает по телефону рассказывать, что все правильно, все хорошо, а вы ему ничего не говорите. Где же вы, что вы хотите остановить? Что я ему скажу? Что есть, скажите. Старый Что человек, есть, скажите. Мы ему Так сбросим... молодые и старые, все одно и то же толдычат. Я ему сброшу ссылку. Вот скажите ему то, что хотите. Если вы хотите это сказать, чтобы потом не сказали, что это под давлением. Да, скажите. Что сказать?
Что есть? Что здесь происходит? Что есть, скажите? Про то, что мы сами бомбим города свои. Чего мы вдруг решили? Да, я не видел, что вы бомбите города. Я не видел этого. Прошло 5 дней, я А как вы думаете, это может быть, что мы сами бомбим свои города? Да нет, я откуда могу знать. Нет, Так как нет, или себя- я могу... Я как вы себя думаете? бомбить я думаю, нет. Ну, вот логика есть у этих людей, вот минимальная. Российская фашистская армия заходит в Украину, да, захватническая, захватывает наши территории, отбивают их от части территории, не захватывают другие территории. Знаете, что в Херсоне делается? Нет. Подключали все средства коммуникации и повывозили на Уралах большие экраны, с которых им Геббельс вещает Скобеева и Соловьев. Для того, чтобы зазомбировать оккупированную часть. То же самое, что было в Донецке и в Луганске все это время, все эти 8 лет. Вот это все происходит, да? И сейчас ваш папа начинает нам рассказывать о том, что это мы сами города бомбим. Вы не понимаете, что это зомби, это зомби. А когда я вас спрашиваю, что вы думаете по поводу того, что города бомбят, вы говорите, ну, наверное, я же не знаю. С чего бы вдруг мы их начали бомбить? Российская армия вторгается, мы начинаем бомбить сами свои города? Да нет. Вот не вменяем. Ну, до 22 года, до 24 Вот числа невменяемо. мы не бомбили, а потом начали бомбить. И я прошу прощения, я могу вас, с вашего разрешения, охарактеризовать? Меня хотите? Да, ну, если вы позволите. Это мое будет мнение. Ладно, не надо. Суть-то какая? Почему вас не меняют? Есть еще такой вопрос. Вы уже здесь 3 месяца, уже столько через вас прошло сокамерников, которые уехали и не вернулись, уехали на обмен и поменялись. Уже у нас очень много было тех, кто давал нам интервью, потом они поехали туда, и там давали тоже интервью и говорили, что это интервью было принудительное. Вы к нам с принуждением пришли? Без. Без принуждения. С вами до этого кто-то общался, что с этими журналистами обязательно надо пообщаться, иначе не поменяют? Нет. Ты объясни просто, что такие версии выдвигаются. Да, такие версии выдвигаются, и вот кто по обмену уехал, они потом у себя там на вот Геббельс ТВ рассказывают, что вот эти интервью, которые пленные дают в Украине, они все под принуждением это делают. Знаете почему? Потому что многих из вас записали там в пропавших без вести, или, проще говоря, в трупы. А мы вас показываем, и им это очень не нравится. Потому что ваши родственники потом идут и показывают это видео и говорят, вот смотрите, мой сын, он не труп, он не пропал без вести. Его надо менять. Понимаете? Наши видео на них очень негативно влияют, негативно работают. Поэтому для вас, как для пленных, пообщаться в этом видео, это почти задел того, что вас обменяют. Потому что деваться некуда уже. Вы трупы меняете только после наших видео, после того, как мы трупы показываем, Дима в частности показал трупы, забрали 6 человек, лица, которые попали. То же самое и с живыми, которых всех позаписывали непонятно куда. А потом вы приезжаете туда, проходите определенную переподготовку, перепромывку мозгов, такую, которая у вас обычно практикуется. И начинаете рассказывать, нет, я это интервью давал под давлением, потому что иначе бы меня не поменяли. Мне так сказали. А работает все с точностью да наоборот. Вас меняют, в частности, из-за того, что вы участвуете просто в этом интервью. Потому что видят. Она вынуждена, ваша недосторона, сверхдержава, признавать уже эти факты. Сегодня у нас был человек, который говорит, он позвонил впервые, сделал звонок маме, и мама говорит, я вчера ходила сдавать биоматериал на распознание трупа. А он в плену. Российская Федерация. А вы, получается, ну я знаю, зачем вы сюда пришли. Для того, чтобы показать себя. Потому что нету никакого... Вы любитель русского мира, вам понравилось, как все произошло в 2014 году. Вы думали, что вы на танчиках на своих, вы артиллерист, проедете по всей нашей территории и проведется такой же, наверное, псевдореферендум. Это, наверное, одна из возможных вариантов спецоперации. И все, Украина стала рашкой. Кстати, прикольная версия. Только что придумал. Не понял, ни хрена. Но они хотели пройти
Как в Крыму сделать? Он же это сам Да сказал. нет, версия не прикольная, потому что да, ну их пичкали такой информацией, это понятно. Это понятно, что многие из них думали, действительно, включая, блядь, самого этого верховного орка, что они просто пройдут, всех сберут, и как в 14-м Крым отдали, так и все остальное отдадут. Понятно, да, они так думали, конечно. В начале же интервью по Не сути. получилось. И тут теперь диссонанс такой, знаешь, а что ж такое? А получается, мы вторглись на чужую территорию, на танках заехали, и как-то из этой ситуации теперь надо выходить. А вы говорите, я хочу остановить, помочь. Мы вот и делаем эти видео, чтобы помочь остановить. Но мы не получаем практически обратной связи, отклика от вас, от ваших родителей, от вас. Что вы приедете, что вы скажете папе? Что рассказывать? Он, видите, там показывает, что я не знаю. Ну, у вас мнение не поменялось. Ну, я это просто вижу. Угу. То есть вы вернетесь, если будет еще один шанс, вы поедете. Нет. Почему? Не, он может не поедет, но будет бояться за себя. Ну, да. Ну, не Может по другой быть. причине. Но медальку хотелось за освобождение Украины. О, медалька какая. Медалька такая, за освобождение Украины был. Там же по Крыму ходят, да? За Крым, как там это? Крым 2014. Вашему папе вопрос. Если бы мы были такими нацистами, как рассказывают, что бы мы должны были с вами сделать в плену здесь? Понятно, что убить. На лоскутки, наверное, порезать. А папа рассказывает о том, что у нас там разные какие-то, разные. Но вы в плену не у разных, вы в плену у вооруженных сил Украины, с которыми воюет Россия. Это понятно? Не у других, не у третьих и не у десятых, а именно у тех, с которыми вы воюете. Не с какими-то разными. А им рассказывают про каких-то разных. Что это за разные такие? Где они? Где их искать? Давайте мы их сами найдем, этих разных. Я думаю, заканчивать. Ну, у меня один вопрос, А последний. я просто сейчас напишу в комментариях про татуировки, которые... Ну, у нас мы уже наснимали тут. Да, мы тут наснимали, во-первых, уже и на ваших татуировках. В-третьих, я уже опубликовал 100-500 миллионов фотографий, где у ваших такие же татуировки. И в-четвертых, мы цивилизованная страна, мы за татуировки людей не притесняем. И на татуировках хайп не делаем, в отличие от вашего Эбельс ТВ. Последний вопрос. Можем сделать эксперимент. Я думаю, он не получится, но интересен ваш ответ. Если вас переодеть сейчас в вашу форму, в которой вы попали в плен, и мы выйдем вот в этом городе, И мы выпустить вас просто выйдем на на улицу. улицу. Что с вами будет? Военных не будет на улице, полицейских Военных не будет. полицейских не Мирные будет. жители, Мирные мамы с колясками, пенсионеры. студенты. Ну, все, кто обычно. А вы будете в форме. Что с вами будет? Как вы думаете? Судя по всему, убьют меня. А знаете почему? Догадываюсь, да. Хотите поучаствовать в таком эксперименте? Нет. А почему? Может быть, потому что вы и есть тот самый нацист или фашист? Нет. Ну почему мирные жители вдруг решат вас убить? Освободителей. Вы же их освобождать пришли от кого-то. Потому что вы для них ничем не отличаетесь от фашиста во Вторую мировую войну, вообще ничем. Вы пришли на нашу землю, как вы не понимаете, убивать людей наших? Не просто, вы же не цветочки приехали полить сюда. Серьезно, я просто для зрителей говорю, они реально многие этого не понимают. Они до такой степени, что-то там не то, я не хочу... До кого-то доходит спустя 50. Так, ну у меня вопросов нет. Все, да, закончил.